Аэропорты Азербайджана, по утверждениям иранской стороны, находятся в распоряжении Израиля. Бывший министр иностранных дел Ирана Манучех Маттаки заявил, что, по мнению специалистов, при ударах, которые израильская сторона наносила по северу Ирана, использовались воздушное пространство и аэропорты Азербайджана. Таким образом, речь идет не только о политической поддержке, но и о прямом военно-техническом содействии. По словам Моттаки, именно с аэродромов на территории Азербайджана осуществлялись атаки по северным регионам Ирана. Это, по его утверждению, подтверждается анализом маршрутов, характера ударов и технических параметров примененных средств. Помимо этого, иранские источники указывают, что как минимум 4 военные базы Израиля находятся на территории Азербайджана. При этом часть азербайджанского общества, как отмечается, наивно полагала, что аэропорты в освобожденном Карабахе были построены исключительно для гражданских нужд. В Тегеране подчеркивают, что подобная вовлеченность не может остаться без последствий. По оценкам иранских аналитиков, в случае продолжения поддержки израильских атак нельзя исключать ответных действий со стороны Ирана против Азербайджана. При этом возможный характер такого ответа, как отмечается, может быть сопоставим с ударами Ирана по странам Персидского залива, на территории которых ранее размещались военные базы США, Израиля и их союзников. На этом фоне иранские источники сообщают о подозрительных приготовлениях к возможному наземному удару по Ирану с северо-западного направления. В ходе недавнего конфликта были нанесены удары по объектам военной инфраструктуры Ирана на севере страны, в том числе в Бандар-Анзале, Парсабаде-Магане и по аэропорту Тебриза. Эти удары рассматриваются как часть более широкой стратегии давления. Дополнительно сообщается о сосредоточении сил в талышских районах Азербайджана, а также о появлении американских военнослужащих в столице Туркменистана. В Тегеране считают, что формируется региональная конфигурация, направленная на создание условий для расширения конфликта. Иранские источники утверждают, что Израиль может стремиться повторить сценарий, ранее реализованный в Сирии, адаптировав его к иранским условиям. Речь идет о сочетании точечных ударов, разведывательно-диверсионной активности и попыток расшатать ситуацию внутри страны. В этой связи делается ставка в том числе на усиление экономических проблем и внутренних разногласий с целью подготовки к возможному наземному наступлению, которое, как подчеркивается, не ограничивается только северо-западным направлением. Представители Корпуса стражей Исламской революции заявляют, что Иран внимательно отслеживает все перемещения, логистические цепочки и инфраструктурные элементы, задействованные в атаках. КСИР подчеркивают, что любое государство, предоставляющее свою территорию, воздушное пространство или военные объекты для ударов по Ирану, будет рассматриваться как соучастник агрессии со всеми вытекающими последствиями. Также отмечается, что ответные меры Ирана будут асимметричными, многоуровневыми и не обязательно ограничатся военной сферой. На этом фоне иранские источники обращают внимание на сообщение о том, что самолет, связанный с Моссадом, совершил рейс в Баку, рассматривая этот факт как дополнительное подтверждение углубляющегося военно-разведывательного взаимодействия. В продолжение своих заявлений Манучех Маттаки выступил с новым предупреждением в адрес Баку и Объединенных Арабских Эмиратов, раскрыв при этом ряд деталей, касающихся закулисного содействия Ильхама Алиева Израилю. По его словам, Азербайджан в период правления Ильхама Алиева изначально опирался на серьезную рациональность в управлении страной и на продуманное региональное взаимодействие. Маттаки отметил, что Алиев, будучи членом Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и сотрудником КГБ, хорошо понимал, как функционирует государственное управление. В то же время он указал, что в дальнейшем Алиев оказался вовлечен в определенные процессы, на подробностях которых он сознательно не стал останавливаться.
Моттаки заявил, что в начале правления Алиева против него были подготовлены компрометирующие материалы теми силами, которые ранее способствовали созданию для него благоприятных условий. Затем на него начали оказывать давление, и, чтобы избежать серьезных проблем, он был вынужден пойти на сотрудничество. По его словам, когда государство взаимодействует с внутренними силами или внешними режимами, это может не выходить за рамки внутренних дел, однако в ситуации, когда подобное взаимодействие затрагивает безопасность соседнего государства, вопрос приобретает принципиально иной характер. В этой связи Моттаки задал прямой вопрос: откуда взлетали самолеты Израиля, которые летали над Ираном и наносили удары по северным регионам страны, в том числе по Гиляну и Мазендерану? По мнению военных экспертов, отметил он, для этого использовалось воздушное пространство Азербайджана. Более того, по словам военных специалистов, дозаправка самолетов также осуществлялась в аэропортах Азербайджана. Моттаки подчеркнул, что речь идет о крайне серьезных и чувствительных вопросах. При этом он отдельно отметил, что Иран однозначно выступает за добрососедские и братские отношения с Азербайджаном. По его словам, Ильхам Алиев хорошо знает, какое сотрудничество осуществляла Исламская республика Иран с Баку в период его 5-6 лет пребывания на посту министра иностранных дел. В частности, Моттаки напомнил, что в момент усиления экстремизма Даиш в регионе, когда азербайджанская сторона выражала обеспокоенность, между Тегераном и Баку велись активные консультации и взаимодействия в сфере безопасности. Он также отметил, что иногда утверждают, будто вероятность определенных сценариев невысока, однако из-за масштабных и тяжелых последствий сам вопрос приобретает особую значимость. Если подобные оценки высказываются на уровне мнений осведомленных военных экспертов, подчеркнул Моттаки, Азербайджан обязан дать официальное опровержение через свои технические и военные структуры, а также через компетентных специалистов. Отдельно был поднят вопрос о сообщениях, согласно которым посольство Израиля в Баку фактически является центром шпионской деятельности против Ирана. По словам Моттаки, имеются данные о попытках вербовки иранских туристов. Он задал риторический вопрос: где именно были завербованы шпионы, которых иранские органы выявляют в настоящее время? В Абу-Даби, в Азербайджане или в других странах, по которым у иранских спецслужб есть точная информация? Моттаки подчеркнул, что разрушительные последствия подобного подхода Иран уже увидел в ходе нынешней войны. По его словам, Эмираты превратились не только в центр экономической активности иранской элиты, но и в площадку для установления контактов и работы иностранных разведывательных служб. Для иранцев эта территория, как он выразился, стала своего рода охотничьим полем, и по этому поводу существует множество досье, которые требуют тщательного изучения и прояснения. В завершение он затронул еще один региональный вопрос, связанный с военными базами. По его словам, базы существуют в странах Персидского залива, в Ираке, и именно с этих направлений Иран уже понес ощутимый ущерб. На севере Ирака, в иракском Курдистане, на протяжении многих лет концентрировались иранские оппозиционные силы. Как отметил Моттаки, Франция обучала их сепаратизму и методам расчленения Ирана. США занимались их организацией, а такие фигуры, как Мухтади и другие, которых он назвал предателями и террористами, координировали свои программы в Вашингтоне при участии ЦРУ. По его словам, Иран должен четко определить статус этих баз и террористических элементов. Вопрос существования и функционирования подобных структур, подчеркнул Моттаки, уже обозначен и требует принципиального и системного решения. Израильские силы атаковали в международных водах суда флотилии «Сумуд», направлявшийся в Газу с гуманитарной помощью. В миссии участвовали 58 судов и 345 человек из 39 стран, включая 31 гражданина Турции. МИД Турции назвал действия Израиля актом пиратства и грубым нарушением международного права, заявив, что атака была направлена против гуманитарной инициативы и свободы судоходства.
Анкара сообщила о принятии совместных с другими странами мер для защиты своих граждан и участников миссии. Позднее ВМС Израиля перехватили часть флотилии в районе Крита, задержав 15 судов. Организаторы заявили о потере связи с экипажами, в то время как Израиль потребовал направиться в порт Ашдод для досмотра, угрожая арестом остальных судов. На эти события Нетаньяху сделал заявление у себя в микроблоге на X. «Браво, наш флот! Я поручил им не допустить приближения флотилии, поддерживающей Хамас, к берегам Газы. Миссия была выполнена с полным успехом. Ни один корабль и ни один сторонник Хамас не достигли нашей территории и даже наших территориальных вод. Их развернули обратно, и они вернутся в свои страны. Они продолжат смотреть на Газу на Ютубе». На этом фоне Дональд Трамп опубликовал изображение Персидского залива, назвав его «проливом Трампа», что вызвало ироничную реакцию на фоне реальных процессов вокруг Ормузского пролива. Эксперты отмечают, что США уже готовятся к возможному масштабному противостоянию с Китаем к 2027 году, выстраивая контроль над ключевыми морскими точками от Ормузского до Малакского пролива, рассматривая Ормуз как полигон для отработки сценариев давления. Одновременно фиксируется беспрецедентное количество военных самолетов в аэропорту Бен-Гурион, что свидетельствует о продолжающемся наращивании военной поддержки Израиля со стороны США. Также сообщается о реакции Ирана на назначение в Армении. В службу безопасности, связанную с Самвелом Карапетяном, был включен израильский генерал Цвика Хаймович, ранее командовавший ПВО Израиля. Отмечается, что в период его службы Азербайджан активно закупал у Израиля системы ПВО и беспилотники. На фоне активных контактов западных представителей с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркивается особая значимость предстоящих парламентских выборов для региона. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.